Добрый день, уважаемые подписчики. Вот сейчас набрала малины, ну не одна, с помощниками. Вот, получилось 3 килограмма, ровно прямо. Малина вся хорошая, чистая. Ну, я ее все равно перебираю от всяких букашек. Значит, что я сделала? На 3 килограмма сахара 3 килограмма песка. Но я иногда делаю поменьше, потому что очень сладко получается. Вот. Ну, как я делаю? Во-первых, посыпала сахаром дно, начала бросать малину. Вот слой образовался, пересыпаю сахаром, вот так пересыпаю. Следующий слой кладу. И так до конца, пока у меня вся малина здесь не образуется. И засыпаю сахаром. Вот эти 2 килограмма у меня должны уйти сюда, вот на эту малину. Остальной килограмм я буду в процессе варки добавлять. Так даже лучше. Никакого сиропа не делаю, ничего. Малина вся сочная, даст много сока. Так что будет малина в собственном соку, варенье. Вот. Ну вот сейчас я доделаю все, потом покажу дальше. Вот малину всю перебрали, пересыпали. Вот здесь как раз тазик у меня на 3 килограмма хватает. Отходов было очень мало, прямо на редкость. Малина в этом году прям шикарная. И еще сколько буду собирать, не знаю. Это первый раз вот я делаю варенье. Вот. Ну, можно высыпать не весь песок. Вот закрылась она. И прекрасно. И теперь оставим ее до вечера. Она быстро даст сок. А сахар остался, ничего страшного. Потом в процессе варки добавим оставшийся. Вот все. Будет стоять варенье. Давать сок, вернее ягоды. Да, и еще я забыла, там оговорилась на 3 килограмма ягоды, 3 килограмма сахара. Ну, можно поменьше даже. Вот, не страшно. Ну вот, пока прощаемся. Сок даст, тогда будем дальше. Ну вот, продолжаем. Я, чтобы не терять время, поставила варенье на тихий огонь. Самый тихий. Вот. И вот, пожалуйста, даже если у вас наверху сока не будет, это не важно. Малина, она сок уже взяла, и поэтому, видите, сразу дала сок. Вот началось уже кипение. Вот, потихонечку будем наблюдать. Сейчас сахар весь уйдет вниз, тогда мы дальше продолжим. Ну вот видите, уже как и 5 минут не прошло, уже началось кипение. Ну, оставшийся сахар можно опустить аккуратно. Вот уже тут пена идет. Пенку надо, конечно, собирать обязательно. Вот. Ну вот сейчас буквально сахар весь растает. 5 минут прокипит. И мы оставим остывать варенье, отдыхать, пока оно не остынет совсем. Вот. Это можно оставить до вечера. Заниматься другими делами. Вот сейчас сахар весь вот ушел. За 5 минут буквально он весь растает. Пенку снимем. И оставим отдыхать варенье. Видите, сколько сока много получается? Никакой воды не надо. Вот буквально любое варенье. Ну, не любое, вот из ягод сочных. Можно делать именно сироп вот такой на соке. Единственное, крыжовник и яблоки по-другому варятся. А черная смородина, клубника, малина — это в собственном соку. Вот крыжовник мы еще потом соберем. Я тоже покажу, как я его варю. Немножко по-другому. Вот, ну, технология, в общем-то, одна и та же. Вот, сразу я не варю, а варю. Ну, через какое-то время прокипит, оставляю, потом опять довариваю. Вкуснее получается и натуральнее, не переваренное варенье. Ну вот, сейчас оно прокипит и оставим до вечера. Пока все. Ну вот, второй раз поставила на плиту. Сейчас оно скоро закипит, ну неважно. Я остальной 3 килограмм вот сейчас подсыплю. Вот, ну, наверное, все я добавлять не буду. Сиропа очень много получилось. Малина сочная. Вот какая тут... Никакой воды не надо добавлять.
Посмотрю, а может быть даже и весь высыплю. На холоде будет застывать. Вот видите, как быстренько. Ну, сколько влаги. Вот, это все сок. Воды ни грамма нет. Вот сейчас я размешаю. Вот. Тоже начинала разогревать на слабом огоньке, а потом чуть прибавила. Сейчас будет закипать. Сахар весь растворится. Вот. Будем смотреть, сколько его варить. Как капля на ногте не будет расплываться, значит готово. Ну, сахар он почти весь уже растворился. Вот. Очень много получилось сиропа. Ну ничего, даже еще лучше. Вот. Значит, когда будет закипать, пенка будет образовываться, будем встряхивать вот таким макаром, чтобы пенка вся к центру шла. Ее удобно будет снимать, и чтобы она не растекалась по всему тазику. Ну вот, пока это все. Будем ждать. Вот сейчас уже колышется, сейчас будет закипать. Вот, пенку будем снимать. Как будет готово, я сейчас время засеку, примерно время, когда малина будет готова. Больше варить не стоит, переваривать. А то цвет поменяет. А так она будет красивого бордового цвета. Ну вот пока сейчас засекаю время. Вот видите, пенка образовалась. Много ее от кипения. Вот я отставила таз на конфорку, где не горит газ. И вот так вот собираю потихонечку. Поверхности веду ложкой. Собираю. Вот так, ягоды остаются там. Вот так собрала немножечко. Еще трясу. Видите, как она начинает собираться прямо в центр. Так, газ я выключу, пожалуй, потому что уже сварилась. В 15 минут покипела. Вот. Я попробовала на ноготь. Капля не растекается. Ну, достаточно. А то можно переварить варенье, будет невкусное. Знаете, как вот сахар бывает жженый. Так, и вот так почаще. Сейчас она вся соберется у меня в центр. Вот, побольше сейчас. Так, чтобы варенье было красивое. Пенка нам не нужна. Вот, она сейчас вся уйдет. Мы сейчас ее быстренько соберем. Вот так, аккуратненько. Пенка, она еще образуется от того, что кипит. Кипит. Я вот один раз собрала уже. Прямо варенье было чистое. Ну, думаю, еще надо поварить, потому что жидковато было. Капля растекалась. Где? Вот. Видите, с каждым разом все меньше и меньше. Сейчас совсем уберем. Вот. И оставим варенье отдыхать. Оно должно остыть. Остынет. Ну, за это время можно и банки приготовить, и подписать их, как я делала на листочке, и скотчем сверху. Очень хорошо держится. Видно все. Вот так вот мы и варим сейчас. Вот последний раз сейчас. Вот самое уже чуть-чуть осталось. Ну вот оно. Получилось у нас вот такое варенье. Ну это я уже тут все. Вот я вам покажу. Вот видите, какой цвет хороший. Натуральный, бордовый. Вот. Еще у нас загустеет потом от сахара. Ну, вообще будет малина, как желе будет. Вот. Так что вот так. Варите варенье. Кушайте на здоровье. Все. На этом прощаемся.